Витаю, дороженьки, с вами Ян Калка, и на обзоре сегодня не пиво, а лимонад, пусть и пивной. Лидская Хард лимонад, поважанные сябры. Кстати, если вы школьник, выключайте немедленно данное видео, оно для аудитории 18+. И ни в коем случае не употребляйте алкогольные напитки, даже если они сладкие и на них написано лимонад. Вообще я обещал еще год назад снять обзор всей линейки гаражей, но, как говорится, обещанного 3 года ждут, поэтому обзор гаражей будет, но не сегодня. Подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить его, а сегодня лимонады из Лиды. Итак, на столе вся линейка пивных напитков Лидская Хард лимонад, лимон, вишня, экзотик. В экзотике ананас, личи, личи это такая китайская слива, продаются во всех магазинах. Купил я его за 2 рубля 80 копеек, по-моему. Начнем с внешнего вида. Тут мне нужно чуть будет побомбить. Самое главное это позиционирование этих напитков, и это этикетка. Если со вторым все ясно, дизайн этикетки полностью слизан с гаражей от Балтики, стиль винтажный, потертые граффити с неоновыми подсветками, то от позиционирования меня реально бомбануло. Я зашел на сайт Лидского, на странице линейки черным по белому читаю. Тут я вставлю скриншоты. Лидская Хард лимонад сочетает в себе чистый приятный вкус лимонада и пиво без солодового послевкусия. Ну, допустим, солодовое послевкусие. Зайдя на страницу описания каждого напитка, написано уже: благодаря использованию в качестве базы светлого пива без явного солодового и хмелевого вкуса, Лидская Хард лимонад не имеет пивной горчинки и послевкусия. Я не верю, что это описание и этикетку к этим пивным напиткам создали же те же маркетологи, которые создали Лидская 80 год в советском стиле, классную линейку коллекция Майстера с креативной идеей перевернутой этикетки на банке пшенички, чтобы ее взбалтывали. Но тот же Коронет, который как пиво мне не нравится, но там целая пинта, дизайн с британским флагом и так далее. Такое ощущение, что текст писала на сайте какая-то Галя из-под Щучина, уже влупив пару вражей перед этим, вот серьезно. Ладно, погнали. Так, имеем не пиво, без солодового послевкусия, без явного солодового и хмелевого вкуса, который не имеет пивной горчинки и послевкусия. Галя лупанула, думаю, все-таки не 2 гаража перед тем, как это написать. Начинаем с классики. Лидская Хард лимонад, он же лимон, 0,5 бутылка, прозрачная, 4,6 с алкоголя. Пробка Twist Off. Классно, у меня есть бокал от Лидского. Офигенно, я его не снимал, но вот пришел его час. Очень красивый, очень интересный бокальчик. Немножко. Пена, кстати, как видим, есть. Плохо откручивается, нужны усилия. Но качество такое себе. Я выложил на ленту магазинные от лимонада, и из одной бутылки полился напиток на ленту. То есть оно уже воздуха хапнуло давно, и понятно, что было внутри. Поэтому бутылки не ставьте никогда на ленту, а кладите. Она не упадет при движении, а если бутылка будет не герметично закрыта, то вы ее можете поменять. Что я и сделал, кстати. Состав смотрите на перемотке в описании к видео. Напиток пивной, газированный, пастеризованный, не осветленный. Изготовитель Лидское пиво. В составе пиво светлое, фильтрованное, непастеризованная вода, подготовленная солод, цветы пива, варенье, ячмень, пиво, варенье, глюкозный сироп Г, сахар С, СО2, экстракт хмеля, вода, подготовленная, сахар, сокосодержащая база манго. Я все-таки Хард манго первым открыл. Хард манго, концентрат сока манго, вода, сахар, регулятор кислотности, лимонная кислота, натуральные ароматизаторы, концентраты Е414, регулятор кислотности Е330, регулятор кислотности Е330, Е331. Е331 это натриевая соль лимонной кислоты. Имеем самое дешевое пиво в качестве базы с несоложенкой. Экстракт хмеля. В отличие от гаражей сюда добавили концентрат сока, приправив еще большим количеством стабилизаторов и антиокислителей. Вот такая штука. Итак, манго. Пена, как видим, стойкая. Изготовлена 18.12.23 года, 13.09.24. Срок годности 9 месяцев. 0,5 бутылка, напомню. Итак, мутный, лимонный такой цвет,
Пенная шапка рыхлая, но довольно стойкая. Видите, я ее налил. Довольно стойко стоит. Карбонизация довольно сильная в носу. В носу пахнет чуть-чуть манго. Пивом здесь не пахнет. Пустой, кстати, нос довольно. Пустой нос. Пробуем на вкус. На вкус очень сладко. Кислинка на послевкусие. И чуть-чуть, наверное, манго на послевкусие. Вообще очень похоже на какой-то спрайт. Алкоголя, нужно сказать, что здесь не слышно. Любителям, не любителям пива. Но, на мой взгляд, очень сладко. Очень сладко, приторно и химозная манго. Неудачная штука. Давайте классику. Hard Lemonade New Taste. 4,6 алкоголя. Не буду зачитывать длинный состав. 0,5 бутылка, 0,5.01.24 изготовлена. 9 месяцев срок годности. Тоже куча химозы, твистов пробка. Я лимонад сравнивал, кстати, вне обзора. Лимон с гаражом. И гараж мне показался интереснее. Также туманный лимонный цвет. Здесь уже шапка более рыхлая. Пивная, более рыхлая. Она сейчас быстро сойдет. Карбонизация высокая, большие толстые пузыри. В носу сильно химозно. Напоминает какой-то лимонный швепс. Да, или спрайт лимон. На вкус это очень сладко. Сюда очень много сахара добавили. Я сравнивал с гаражом. И гараж менее насыщенный, менее сладкий, более питкий. Это очень сладко. Очень сладко. Здесь перебор с сахаром. Перебор с кислинкой. Сюда очень много добавили лимонки. Это обычная лимонка с водой, как в детстве, помните? Вода, сахар и лимонка. Вот это вот абсолютно вода, сахар и лимонка, ну и, естественно, алкоголь. Алкоголя не слышно. Здесь, кстати, манго чуть-чуть. Манго, наверное, интереснее даже, чем лимонад. Дальше идем. Третий. Экзотик. В экзотике Лидская Hard Exotic Lemonade. Lemonade, блядь. Галя, что ты делаешь? Галя, блин, маркетолог Галя, конечно, это пипец. Lemonade, да. 06.11.23, срок годности 9 месяцев. Тоже здесь ананас, концентрированный сок, соки ананаса, личи, черной моркови, сафлора, лимона, ароматизатор личи. Такое себе. Куча химозы. Да, добавили в отличие от гаража концентрат сока, но приправили все это кучей антиокислителей. Пенная шапка у экзотика, тут у нас ананас, более интересная. Мелкозернистая, кстати, можете увидеть. Прям как у пива неплохого. Белая. Карбонизация высокая также. Пузырьков, смотрите, сколько много. Но пена стойкая. Чуть-чуть темнее, красный оттенок немножко есть. За счет, наверное, черной моркови, которую у нас в питании, в общепите, в алкоголе любят красить алкоголь черной морковью. В носу чуть-чуть ананаса. Также менее химозный нос, нежели у лимона. Довольно пустоватый. Блин, оно все на одно. Это просто вода с лимонкой, с кучей сахара набахана и алкоголь. Таким успехом можно просто лимонную кислоту взять, воду, сахар, 20 грамм водки и это все залить. Это будет... ну и ароматизатор. Да, вот здесь аромка такая серьезная. Очень сладко. Вот по вкусу менее сладко манго. Манго-лимонад. Да, манго-лимонад менее сладкий. И вишенка на торте. Черри. Лидская Hard Cherry лимонад. Состав все тот же. База самое дешевое пиво. Дальше идет сахар. Сокосодержащая база вишня.
которая состоит из фруктозно-глюкозного сиропа, ароматизатора натурального концентрата, гибискус, черная морковь, вишневый сок на последнем месте, потому что его там практически нет. Вишня красивый цвет. Пенная шапка будет не стойкая, среднезернистая, такая чуть с красным оттенком. Карбонизация также очень высокая. В носу химозно, но такая вишня не свежая, а такой бабушкин компот. Пахнет довольно приятно, но сильно. Чуть-чуть вот от аромки перекидали. Нужно поменьше бы ее, и было бы круто. В носу вот именно компот. Варенье, компот, не свежая вишня. Вкус? Ну, компот. По вкусу это компот. Ну, кстати, вкус не такой раздражающий, не такой сильный, не такой мощный, как аромат. Вот из аромата здесь бы чуть-чуть убрать аромки, было бы приятно. Блин, ну вишня, мне кажется, что лучшее, что здесь есть, если только убрать немножко аромки. По итогу, имеем лимонад, полностью безидейный. Описание на сайте, я не знаю, будет ли смотреть кто-то из Лицкого, но может они все-таки подправят описание. Солодовое послевкусие и прочую фигню, которую Галя там понаписала на официальном сайте Лицкого. Конкурент это гаража. Ну, наверное, конкурент, но здесь нету... Есть идея, типа добавили концентрата сока, но его, если вчитаться, оно все на последнем месте, его там мало. По вкусу, я повторюсь, что я сравнивал лимон с гаражом. Гараж более сбалансированный, менее химозный ощущается, менее сладкий, более питкий. Это все очень сладкое, во многом перебахано аромки, и его нужно, вот этот вот, был бы вообще неплохой балл, 4 я поставил бы вишни, если бы отсюда убрать аромку. Именно в носу она не очень хорошо пахнет, и меньше сахара. Везде здесь нужно меньше сахара сделать. Все смеются, ой, гараж, гараж. А по факту я захожу в магазин, и я вижу, что 90% женщин покупают, если какие-то пивные напитки, это гаражи, эссы и так далее. То есть не покупают обычное светлое пиво. И очень много, причем это не молодежь, это не малолетки 18-летние. Теточки уже 30-летние, 35-летние, 40-летние покупают вот это. Но забегу вперед, я покажу вам классный заменитель гаражей белорусского производства. И это не Лицкое. Это не Лицкое, а заменитель офигенный. Подписывайтесь на канал, ставьте лайкосы и узнаете, что это за заменитель. Причем там будет 6 вкусов. Вот такой обзор. Пиво не рекомендую, пивные напитки, лимонады данные не рекомендую. Фигня сладкая, с кучей аромки. 2, 2, 2, 3. Лучше гаражи. Вот честно, гаражи поинтереснее, несмотря на то, что это 0,5, несмотря на то, что это белорусская, но не дотянули. И надо подкручивать вот эту вот тему, и возможно, молодежь начнет покупать лимонады. Всем пока, подписывайтесь на канал, ставьте лайкосы. С вами был, как всегда, Ян Каалка. До новых обзоров. ББ!